Всем доброго времени суток, а перед началом этого выпуска небольшая реклама. Самые смешные ролики на просторах интернета, в главных ролях котики, дети, водители и другие. Собираем в одном месте угарные ролики, чтобы вы могли просто приятно провести время за просмотром. Подписываемся и дарим себе хорошее настроение. Ссылка в описании. Как уже понятно из названия, в этом выпуске буду собирать системный блок на сокете 1150, и вот его комплектующие. История у данного железа такая, что что-то было на руках, а остальное было докуплено с AliExpress. Кстати, ссылки оставлю в описании, так как там намного дешевле стоит, к примеру, тот же самый процессор. А с кэшбэк-сервисом от EPN или Letyshops можно вернуть еще некоторый процент, не говоря уже о расширениях и так далее. В общем, и на них ссылки есть в описании, и на этом вступительная часть закончилась, и можно переходить к обзору комплектующих. Корпус с жестким диском уже был в наличии, в него все и буду собирать. Материнская плата от Asus H81MK microATX, 2 слота под оперативку в двухканальном режиме и с максимальной поддержкой до 16 ГБ включительно. Один PCI Express 16.2.0, 2 слота PCI Express X1, по 2 USB 3.0 и USB 2.0, 2 PS2, DVI, VGA, гигабитный интернет и 8-канальный звук. В общем, бюджетная материнка, которая может гнать процессор в турбобусте и немного умеет и так, вручную. А теперь процессор Intel Core i3-4130, первый четырехъядерный процессор из своей линейки без индекса S и T. Построен на 22-нанометровом техпроцессе на ядре Haswell с частотой в 3,4 ГГц и кэшем третьего уровня в 3 МБ. Количество ядер 2, но потоков 4. Графическое ядро Intel HD Graphics 4400 в 1150 МГц. TDP 54, максимальная температура 72 градуса. Термопаста приехала с процессором, я ею воспользуюсь, и кулер китайский, самый дешевый, ему и хватит, так как замерал температуру. Оперативная память, которая не раз была на моих распаковках, от фирмы Veneda, планка 4 ГБ с частотой в 1600 МГц DDR3. Блок питания был в наличии, и это VX500 от Aerocool на 500 Вт. Довольно добротный блок с 456 ваттной мощности по 12-вольтовой линии. И первый запуск прошел успешно, можно теперь поковырять в BIOS и накатать операционку. Кстати, по умолчанию на оперативку стоит частота в 1333 МГц, я переправил на 1600 МГц и включил турбобуст на максимальную производительность. А теперь некоторые характеристики и тесты железа в утилитах комментировать не стану, там все видно.
Конечно, интересно узнать, на что способна сборка в играх на графическом ядре процессора, и вот смотрите сами. Crysis 3 настройки на минимальных, и все же она держит планку хоть и 2013 года выпуска, и это было очевидно. Как бы настройки я не пытался выкрутить на минимальной, самый высокий FPS был в 13 кадров. Before you go, is when our hearts get separated. Crash and burn is all I ever know. I could try to replace this feeling. I close my eyes and it's you that I'm seeing. One more thing before you go. One more thing before you go. One more thing before you Следующая игра Doom 3, настройки на экране, и тут уже играть можно комфортнее и очень даже. А следующая игра Sniper Elite 3, настройки на минимальных, без выключенных сглаживаний и так далее, и этими настройками играть невозможно. А после выключения всего и снижения всех настроек до самых минимальных дало немного прироста в несколько кадров, и играть все так же невозможно. С настройками по умолчанию было 8-13 кадров, с выключенным на минимум 13-18 кадров. You said please don't let it blind you. I will always find you in the night, like a moth drawn to a flame. In the darkness I can see a light. I could try to replace this feeling. I close my eyes and it's you that I'm seeing. One more thing before you go. One more thing before you go. Попробуем поиграть в другую игру, и она Quake 4. Настройки на экране, и уже чувствуется, что в нее поиграть получится. В основном FPS держится в районе 60 кадров с редкой просадкой в 47 кадров, и это очень хороший результат. Yeah, we said we let it go, but we settled for the last. Couldn't let you want it though. Who am I to let you down? No, who am I to let you down? Down, down.
И ради интереса я решил протестировать в бенчмарке Tomb Raider, и результат в принципе был ожидаемый: 8-13 кадров. Who am I to let you? Вот такая сборка была на встроенном графическом ядре процессора. Результаты не то чтобы отличные, но как временный выход до покупки видеокарты, думаю, сойдет. На этом мой выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.